Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я буду сегодня выполнять челлендж, о котором меня просили в комментариях. Сегодня я буду пытаться записывать вам инсектоидов через новых инсектоидов. То есть это как? Это, короче, берем алхимика, берем синергию Киры и поехали керить алхимика. Не знаю, что из этого выйдет, посмотрим. Надеюсь, у меня получится с первого раза записать. И, ребят, кто не смотрел вчерашний ролик, я хочу напомнить, что теперь в день будет выходить по одному ролику, потому что есть переизбыток контента. Мало кто его смотрит, короче, все такое. В общем, просели просмотры, все дела, ну, вы меня поняли, это кратко. Плюс очень много времени я трачу, сейчас у меня, к сожалению, нету такого количества времени, чтобы поснимать по 2 ролика в день. Поэтому будет пока что по одному ролику в день. Но рубрику я не забрасываю, это 100%. Ой-ой-ой, хорошо. Ой, блин, ладно, хотя ладно, вот так сделаю. Протупил маленько, пока болтал и в своих мыслях находился. Не купил гоблина-убийцу. Не, ну старт хорош. Так, молот первого тира я взял, потому что под алхимика молот первого тира это лютая имба. Станы будут лететь, будь здоров. Вот, что я хотел сказать. Я хотел сказать, типа, что рубрику я не закрываю. Она будет выходить, но, скорее всего, раз-два в неделю. И это, скорее всего, будет один ролик вместо моего. То есть, ну, как-то так. Ну, я думаю, вы меня поймете, в общем. Если что, то не кидайтесь гнилыми помидорами. Ну, я думаю, вы меня прекрасно поймете, потому что в день мало кто может посидеть и посмотреть 2 часа. 2 часа ролик. Ой, ролики. Короче, потратить 2 часа своего времени, чтобы посмотреть оба ролика одновременно. Вот, поэтому я и принял такое решение, что выпускать буду по одному ролику. И, ребят, я, кстати, там записал обалденную игру. Ну ладно, давайте сейчас не об этом. Хотя ладно, давайте об этом. Вот такая вот, знаете, неопределенность у меня. Сердце, мать насекомое, мне не надо в этой игре. И мне упал барабан войны, и рубрика все по 2 начинается. Так. Да, я, наверное, все-таки возьму еще барабан войны, чтобы ману регенить. И поставлю Огра. Огр мне пригодится. Огр это хороший персонаж. Блин, может распродать и выйти в деньги. Хотя если сейчас придет хорошее усиление, я бы хотел поставить орка-охотника. Поставлю 2 тинкеров. В 2 тинкеров я как-то побольше верю. В общем, по поводу ролика скажу. Я записал один обалденный ролик, где я сыграл на драконах плюс шаманах. Я считаю, это самый сильный билд в игре в целом, и поэтому давайте так. Вы в комментариях напишите, хотите ли вы увидеть этот билд, это первый момент. И второй момент, в конце этого ролика, если, соответственно, получится у меня записать инсектоидов, я подведу итог по новым инсектоидам. Я буду пытаться целенаправленно собирать билд, который я хочу. То есть это будет Огр, Алхимик и 4 инсектоида. Ну, естественно, все как надо. И в течение ролика поговорим по поводу инсектоидов. Если, конечно же, у меня получится их собирать. Ну, короче, вы меня поняли, все. Я, кстати, наверное, поставлю все-таки Марси, потому что есть башер первого тира, а вот этот вот башер первого тира под Марси вообще идеально смотрится. Она из стана выпускать совершенно не будет. Если она еще и в 2 звезды придет, то будет вообще 10 из 10. Кстати, тоже хочу попробовать записать контент. Понял, я не один такой скилловый, вон там парень вообще был с 3 двойками, почему-то поставил 2 двойки. Как по мне, 3 двойки было намного сильнее, ну ладно. Хозяин-барин поставил баф воинов. Окей, его выбор. Вот, пытался я снова записать Марси, и тупо не идет Марс. Не знаю, я проклят. Я обожаю этого героя, это самый, ну ладно, не самый. Один из самых лучших героев, которые только есть в игре. Я его обожаю, он мне очень нравится, но вот почему-то бог рандома мне не улыбается, и я не могу тупо ее записать. Вот вообще, от слова совсем. И эльфы приходят сейчас. Может, это та игра, где я могу поиграть через Марси? Возьму Трента. Баф людей хотелось бы, конечно, поставить, но посмотрим. Так, 2 паренька играют с пустым столом, мне это только на руку. Это отлично, это прекрасно. Кстати, там писали в комментариях о том, что как задолбали эти драконы. Ну, ребят, ну, сори. Я не хотел показывать так часто драконов, но теперь, я так понимаю, много игроков, скажем так, прочувствовали, что такое драконы, и играют теперь на драконах. Причем часто я вижу в играх драконов, и многие, скажем так, приняли мой совет. Это не играть чисто через магические прокасты, а вот играть просто через прокаст. То есть через сильных героев, соответственно, через прокаст. Много кто меня услышал, и вот серьезно, это прям заметно, то, что меня услышали. Потому что реально как-то, а чё так больно? Нормально он мне так напихал. Так вот, много стали играть ребята через просто драконов, просто через прокаст. Это сильно, это серьезно сильно, и я на самом деле рад. Я думаю, вы не сильно, конечно, рады, но я на самом деле рад. Не знаю, возможно, это
мои ролики так влияют на это. А возможно, не влияют. Не знаю. Ну, я думаю все-таки, что влияет. Ну, надеюсь, по крайней мере. Короче. Что думаете об этом, напишите в комментариях. В общем, я сейчас поставил вот такую вот расстановку. Да, она немного плохая из-за того, что у меня раконцы не работают на всех. Работают, по сути, на одного тинкера, на второго тинкера не работает. Но я поставил его чисто подальше, чтобы подтянуть время. И, возможно, он просто успеет накопить ману и сделать свой прокаст ракет. Хотя я сомневаюсь. Хотелось бы, конечно, Агра в 2 звезды увидеть. Огр в 2 звезды это имба. Вообще, ребят, я всегда рекомендую его собирать, если есть возможность. Огр это нечто. Это машина. Это машина для аннигиляции. А мой тинкер? А мой тинкер... Ясно. Мой тинкер, как всегда. Распилил урон на всех. Я Марси, наверное, кстати, продам. Выйду лучше в экономику хорошую. Чем быстрее я выйду 50 монет, тем лучше будет для меня. Да, Марси, прости. Я тебя, конечно, обожаю, девочка моя, но не тут-то было. Не тут-то было. Еще хочу сказать вам, ребят, следующее. Это то, что я немного устаю. Ну как? Не досыпаю, устаю. В общем, вся вот эта вот мишура. И мне немного тяжело из-за этого. Поэтому если я в каких-то роликах начинаю жесткие какие-то ошибки делать, которые раньше не делал, то не обессудьте. Я думаю, вы войдете в мое положение и не будете, скажем так, кидать в меня гнилые помидоры слишком сильно. По крайней мере, я хочу в это верить. Так, ладно, вернемся к инсектоидам. Много кто стал мне писать, что в комментариях, что на стриме, о том, что типа новые инсектоиды через алхимика, через синергию Кира, это слишком жестко, это слишком сильно. Я на самом деле не верю. Вообще не верю. Потому что есть такой герой, как антимаг. Этот антимаг, он разваливать будет кабину так, что ну его в баню. Кстати, я в Сларка не верю однозвездочного, у него слишком мало хп. Вот. Я Луну возьму. Может, Луна в 2 звезды придет. Чтобы просто мобов было легче тащить. Хотя, на самом деле, сейчас мобы на 10 раунде довольно-таки слабые. Ну, их сделали значительно слабее. Реликвии хорошие. Я хочу и шлема Ресса, и Мамору, и, в принципе, можно кабанчика взять, ну, потому что у меня стол слабый. И можно, в принципе, реликвию яиц. Но реликвию яиц сейчас я не хочу. В лейте, соответственно, я хочу реликвию яиц, потому что там я алхимиков 3 звезды хочу собрать. Ну и от Маморы, в принципе, тоже не откажусь. Ну, короче, вы меня поняли. Надеюсь, мне с предметами повезет. И по предметам тоже поговорим. Короче, давайте сделаем так. Смотрите. Сейчас я буду играть на инсектоидах через вот этих вот оверсильных инсектоидов через алхимика, да. Это первый момент. Второй момент. В конце подведем итог. И я скажу, старые инсектоиды сильнее или слабее, в чем плюсы текущего билда и тому подобное. Но я думаю, хотя бы в топ-3 я смогу зайти спокойно. Старт у меня на самом деле хороший, хп у меня много, 51 монетка у меня уже есть, более-менее сильный стол, ну что-то типа сильного стола у меня есть. Скажем так, иллюзорная форма моего сильного стола есть. Есть и хорошо. Так, ну давай, бог рандома. Мне нужна моя реликвия. А ну-ка, ну-ка. Вот видите, сейчас мобы стали намного слабее на 10 раунде. Вот у меня, если бы в прошлом патче был такой стол, я уверен, что эти бы мобы меня просто во все щели как только могли бы. Ну, я думаю, вы прекрасно поняли. О, так, успел! Успел. Отлично. Так, поставим яйцо. Оно у меня будет керри. Успел забузить кабанчиков. Кто не понял, что я только что сделал, то смотрите, видите, у меня кабанчики сейчас по 2 монетки, по 1 монетке и по 2 монетки. То есть до отчета следующего раунда я успел заюзать реликвию и поставить кабанов. И вот, соответственно, они у меня забузились. То есть есть такой вот небольшой лайфхак, пользуйтесь, что можно так делать. Реликвия кабанов мне не особо нравится, но в принципе в моей ситуации, когда я играю в принципе через такой слабый стол, но в полную экономику, сойдет. Реально сойдет. Как бы не сильно-сильно, не сильно слабо. Вот так это можно назвать. Мои тинкеры, конечно, ничего не смогли сделать. Что-то как-то FPS проседает. Не знаю, что это за прикол. А ну-ка напишите в комментариях, как у вас с FPS, потому что у меня как-то ну не очень. Вроде бы картинка нормальная, но иногда в моментах есть такой прикол, что FPS проседает. И с чем это связано, в душе не понимаю. Так, что там по кабанчикам?
А, понял. Один кабанчик, одна монетка. Иди гуляй лесом. Раз не так плохо у меня поднимается, я, соответственно, продам лучше его. И в резака как-то я побольше верю, поэтому закину у него все предметы. Все-таки чистый массовый урон намного лучше. Особенно там, когда есть... А, там уже Тинкер в 3 звезды. Ну, через Жезлкир и Тинкер в 3 звезды. Ну да, ну да, ну да, ну да. Я просто вспоминаю сейчас момент, когда я играл через Жезлкир и тоже собирал себе Тинкера, и мне просто Тинкер в 3 звезды на 24-м раунде пришел. Это я играл через Жезлкир. То есть у меня был Марс, у меня был Тролль-Жрец, у меня был Огр, у меня была эльфийская волшебница, у меня был Гримтач. Все это было в 3 звезды. Как они это делают? В душе не понимаю, серьезно. Читеры. Читеры одним словом. Как говорится, какой бы ты скилловый не был, всегда найдется тот, кто будет тебя фартовее. Еще посмотрите, какой у него стол прикольный. Он еще играет на мехах с ранним Тинкером в 3 звезды, с которым он будет сейчас получать винстрик. Ну, короче, нормально. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Саня, ты в порядке? Саня, ты в порядке? Ой, что-то фляга потекла немного. Это просто, понимаете, я играю на инсектоидах. А вот знаете, ну как, сейчас не играю на инсектоидах, но в дальнейшем планирую играть на инсектоидах. И я должен чихать. У меня аллергия на инсектоидах, поэтому в течение этой игры я должен несколько раз чихнуть, это 100%. Либо хотя бы один раз. Ну, по-любому так должно быть. Если не чихну, это будет какой-то прикол. Это будет какой-то мем. Так. Ага. Ну, я, наверное, возьму все-таки зомбаря. У меня есть Огр. Если Огр накинет на него, в принципе, прикольно. Накинет на Темного Лорда тоже прикольно. Кабанчики у меня поднимаются. Тоже неплохо, кстати, кабанчики поднялись. Нормально там он стол себе собирает. А, он будет через кучу трехзвездочных фигур первоначально. Окей. Кстати, если ко мне придет антимаг, я от него отказываться не буду, потому что я играю через полную экономику, и чем лучше я буду экономить себе хп, тем, соответственно, для меня это будет только плюс. Вот. По поводу инсектоидов, как они работают. Сейчас сделали важное условие, то что они должны отталкиваться только от той фигуры, которая у тебя есть на столе. То есть, у тебя, допустим, есть 2 антимага, и вот они будут только от друг друга отталкиваться. Они не будут отталкиваться от других инсектоидов. И добавили шапку специально для этого. То есть... Винстрик! Опа! Ой-ой-ой! Это нам надо. Просто только о нем поговорил. Только о нем поговорил, он сразу ко мне приходит. Вот это счастье снизошло ко мне. Не, ну антимаг это классно. Если ко мне он еще один придет, я его через яйцо поднимаю и буду с ним играть. У меня как раз на 2-звездочного антимага и 3-звездочного антимага 2 обалденных стиля. Прекрасных. Мне их Марк подогнал. Я за это ему премного благодарен. Стили просто пушечные, обалденные. До сих пор нарадоваться не могу, что у меня такой обалденный стиль на него. И, кстати, меня там просили записать антимага через охотников и мантию короля. Ребят, все сделаю. Поверьте, все сделаю, нужно только время. И давайте так. У меня есть для вас идея. Смотрите, если соберется под этим роликом 50 лайков, я соберу старых инсектоидов. То есть все как надо. Через мать насекомая, через сильные дубликаты. То есть это 2 антимага, 2 манки кинга, 2 орка жреца, 2 дума и тому подобное. Ну, я думаю, вы прекрасно меня поняли. Вот. Инсектоидов на самом деле поменяли довольно-таки сильно. Теперь они отталкиваются только друг от друга. И это прям сильно заметно. Сейчас, секундочку. Я, наверное, ману плюс 50 переделаю. Минус броня и башер. Башер у меня есть, поэтому возьму минус броню. Вот, как они работают. У вас есть 2 скорпиона, 2 змейки, да. Скорпион умирает, он будет отталкиваться только от скорпиона. То есть ни от кого другого он не будет отталкиваться. И перерождается всего лишь 1 раз. 2 раза он не переродится. Ну, это, в принципе, как и было. Но теперь сделали ограничения на инсектоидов. Короче, это немного непонятно работает. Поэтому давайте чуть позже, потому что мне надо будет сосредоточиться на свои мысли. И тогда я вам все скажу.
Но кратко, теперь, допустим, инсектоид фиолетовый, если умирает, с него не появится трехзвездочная змейка, либо трехзвездочный скорпион. Вот. Теперь они отталкиваются только друг от друга. Это если я правильно понимаю. Если нет, то в комментариях меня поправьте, потому что на инсектоидах я в целом не играю особо, поэтому даже если сейчас я буду плохих инсектоидов показывать, то меня в комментариях поправите. Скажем так, первый блин комом, потому что это моя первая игра на этих инсектоидов в текущем патче. Тут я, к сожалению, проигрываю, ну, ладно. Тут трехзвездочный тинкер, он нормально так наваливает. Но FPS что-то дико проседает. Надо будет посмотреть, в чем причина, может драйвера перестановить. Хотя я уверен, что это не у меня проблема, это проблема у разработчиков, как и с их головой. Просто им надо шапочку из фольги снять и начать заниматься своей игрой. По крайней мере, ее нормально оптимизировать. Вот. И, кстати, тоже такой вот момент. Если у вас фигура с матностью... Ого! Ну, половина кабанов, как обычно, подводит, но большинство кабанов нормальные. Почти по 10 монет уже. Это хорошо. У парня был винстрик, по итогу это бот, походу. Да, это, походу, бот. Да, это бот. Прикол. Вот, кстати, если что, ранг у меня король 1, по-моему, или король 2. Кстати, неправильную расстановку сделал. Ну ладно. Ну ладно. Неправильную расстановку, потому что у меня антимаг Вайпера присосался и, соответственно, ничего не может сделать. Ну какая разница, антимаг и так разваливает. Блин, реально что-то в FPS как-то жестко проседает. Ладно, все, то есть сейчас буду за FPS говорить 90% времени. Ой, хорошо! Еще сюда эту прикормку. Еще один... Ой-ой-ой, вкусно, вкусно, вкусно. Вот это вкусно, вот это я понимаю, вот это вот подгон. Ну и 3 кабана, как обычно. Я надеюсь, хоть этот кабанчик, который у меня 8 монет, он в 10 монет подымется. Ну, по крайней мере, я хочу на это надеяться. А там как оно будет, естественно. Вот. О чем я говорил? По поводу инсектоидов. Они отталкиваются теперь только друг от друга. Это важное условие. И теперь, если у вас есть была, точнее, фигура с мать насекомым, да, и она умирает с мать насекомым, то больше эта фигура в пуле не появится. То есть, даже если у вас есть перерожденный, условно, антимаг, да, с этим мать насекомым, он переродился из дубликата, то теперь не будет перерождаться он из других. Даже если он уже переродился. Вот такой вот момент. Хотя, по-моему, так оно и работало. Короче, у меня в голове так много мыслей перекрутилось. Ну, в общем. Такой соблазнительный орк-жрец. Поставлю кунку. И, наверное, вместо тролля-рыцаря поставлю все-таки орка-жреца. Ну, идем в уровень. Еще раунд. Отчетного раунда не получился. 7 сердец у меня есть, это отлично. Я, если что, специально сердца ставил на 10 уровень. На 10 уровне я буду эти сердца использовать, потому что мне там нужно будет и инсектоидов находить, и алхимика находить. То есть много чего мне надо будет найти. Здесь еще, конечно, 6 богов родных. И Свен есть. Боже, какие тут прекрасные столы. Ой, столы, фигуры. Ребят, сори. Ну, извиняюсь заранее за то, что я так, знаете... заговариваюсь и говорю то, что не надо. Не обессудьте. Устаю. Мозг устает, я устаю. Короче, все, что сейчас я там буксую где-то, заговариваюсь, какую-то инфу не так даю, то знайте. Во всем виновата моя усталость. Все. Вы поняли. На все будем грешить усталость. Во всем виновата усталость. Вот, кратко. Не я, а усталость. О, мамора, рыбалка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, и хочется и то, и сё. Опа, кстати, поднялся. Я раньше думал, что не поднимается, а поднимается. Так. 6, 7, 7. Отлично, нормально. Вот сейчас реликвия кабанов обалденно сработала. Серьезно. Может выйти из инкама и паролить немного? Я, кстати, возьму гнездо маморы. Я туда алхимика запихну. Дай бог повезет, и у меня алхимик в 3 звезды вылупится из этой маморы. Хотя, я не верю в эту мамору, если честно. От слова совсем. Воины. Ну, воины это такое. В принципе, не слишком-то и критично. Можно, конечно, антимага запихнуть туда.
А можно сыграть через демонов и Свена. Эх. Не люблю это чувство, когда я не могу определиться со своей сборкой. О, драконы, кстати, собрались. С Квапою в 2 звезды на 9 уровне. Окей. Окей. Я тебя понял. И Мишку собирают, если что еще. Вот это вот, кстати, последняя тема. Я не знаю, зачем так делают. Но почему-то собирают всегда Мишку. Зачем собирают Мишку? Под драконов. Это же слабо. Притом, когда Мишку понерфили. 2 корабля. Сюда. Так, забили в углу там Тинкера. Но главное, чтобы у меня антимаг сейчас не сдох. Антимаг, живи. Все, отлично. Отлично. Нормально. Прекрасно. Так. Темпларка, ой-ой-ой, и она пришла, мне еще и Мамора есть. А я еще и змейку скипнул, вот я дурак. Блин, как хорошо идут мне демоны. Ну, я не буду играть. Вот, не, ну ладно. Ну, вот, вот это вот неопределенное чувство, оно меня так бесит. Цветку. Ой, 2 антимага. Антимага, короче, через яйцо. Делаем так. Блин, не успел. Времени не хватило. Сам виноват. Ой, обалденно. Еще и баф гоблинов упал на антимага. Он у меня и так крепкий. Так, 1 из 9 у меня Мамора. Я надеюсь, хотя бы в 2 звезды он быстренько апнется. Хочу, по крайней мере, в это верить. Еще 1 башер упал. То ни одного, то 1000 башеров падает. Ой, Абаддон в 2 звезды. Ну, я, наверное... Ой, хорошо, хорошо идет. Так, тому Винстрикс били, у которого был Тинкер в 3 звезды. Это плохо. Это должен был сделать я. Ай, Скорпиона скипнул. Ой, дурак. Вы ничего не видели. Закройте глаза, вы ничего не видели. Вы ничего не видели. И Скорпиона, и Змейку. Боже, да я гений, ребята. Я просто непризнанный гений, запомните. Могу, умею, практикую. Так, здесь я выигрываю. У него вертолет. Ой-ой. Но какая разница, что у него там вертолет, куча трехзвездочных фигур, когда у тебя есть просто антимаг. Еще и 7 монет сюда, на базу. Отлично. Но это, походу, бот вылетел. Это явно не игрок был, это бот. Просто каким образом бот имел винстрик 7, непонятно. Блин, как хорошо идут эти фигуры. Так, алхимик хорошо идет. Так, змейка. Не знаю, может Свена собрать. Так, Скорпион. Так, это убираем, это уже мне не надо. Ставим алхимика. Антимаг идет. Как же хорошо он ко мне идет. Абаддона 2 звезды продаем. Ну, вот так вот, короче, еще делаю. Чтобы просто у меня были хоть какие-то дубликаты. Кстати, у меня куча лишних предметов, которые нужно куда-нибудь засунуть будет. Так, тут меня драконы вынесли. Квапа в 2 звезды, конечно, нормально наваливает. Блин, молнии не хочу скипать, башер тоже не хочу. 5-100 урона от квапы и 4000 от котла. Вкусно. Еще и винстрик не сбил. Козел. Так, нормально. Этот раунд мы еще поживем. Поставлю побольше дубликатов. Сейчас на следующем раунде я предметы все переделаю. Броню антимага, это сюда. Пусть будет. Алхимик 1 из 9. На каком раунде я там поставил себе Мамору? Ну-ка напишите в комменты. Я, наверное, сейчас, если Мамора не подымется, я ее продам. Ну, ее в баню с такими апгрейдами. Шляпка. Кстати, шляпка тоже неплохо работает. Хотел в крипа засунуть эту шляпу. О, сфера и кристалл. Ну, я возьму сферу. Ой, хорошо. Так, отлично. Улучшение.
Так, Никс это хорошо. Это убираем, это ставим. Не знаю, переделать предметы или не переделать предметы. Может, Так, один башер по-любому оставляем. Ну и шапку скипаем. Мне она не нужна. О, щит 5-го тира отлично пойдет. Щит 5-го тира пойдет, потому что я буду играть через алхимика. Кстати, можно уже его попробовать поставить. А ну-ка, ну-ка, успею. Вот так. Ну да, если дубликата нету инсектоида, то он перевоплощаться не будет. Понимаю. Не, ну когда такой огромный алхимик с щитом 5-го тира, то я прям наваливаю. Еще и сфера есть очищающая. Это прям то, что доктор прописал. Кстати, чел вылетел, хорошо. Минус броня еще упала. Легендарки-то хорошо падают, аж не верится. Так, кунка гуляй и поставлю все-таки антимагов. Мне нужны истинные инсектоиды. Обыкновенные инсектоиды. Ой, как демоны хорошо идут. Аж не верится, что они так хорошо идут. Так, вот так вот сделаю, потому что у меня дубликата нету. Вместо антимага... Да, антимага можно, в принципе, и продать уже. Вот так, у меня еще алхимик есть. Как дубликат. Ну, цвета, я думаю, не нужна мне. Блин, предмет еще лишний появился. Палка. Свен. Просто плюшкой замочил меня. Ну да, такого Свена я не пробью. 4 чернокнижника, 4 ведьмака. Ну там гений. Он поставил себе 4 чернокнижника, но не понимает, зачем он их поставил. Походу, парень не читал обновления, то, что чернокнижники не работают на любой физический, на любой чистый урон. Ну, в принципе, кому какая разница, правильно? Блин, ну апать я не хочу. Вот так вот сделаю, потому что Никс у меня в 2 звезды. Мне нужно маленьких инсектоидов кушать, а больших оставлять. Желательно вообще всех инсектоидов сделать в 2 звезды. Кстати, а у меня Огр, по-моему, схавал кого-то, да? По-моему, Бурду схавал. Или не схавал ничего. Надеюсь, конечно, он ничего не схавал. Итак, наблюдаем сейчас, как они будут перерождаться. Так, у меня Змейка 1 звезда, Никс, Скорпион 1 звезда. Получается, Бруду я хаваю, от Бруды у меня нету дубликата. Мне надо Бруду найти. Бруда даст дубликат. Это паучиха, если что. Так, поехали. Так, раз, два. Почему? А, 3. 3, все. 3 дубликата у меня появилось. Или подожди. Надо сейчас будет еще раз обратить внимание, сколько у меня появляется инсектоидов. 4 с перерождения или все-таки 3? Потому что мне кажется, что 3 перевоплощения появляются. Так, ну этого чувака я его сгрыз. Еще и винстрик забрал у него. Ролл, привет, Гвард. Даже... Даже название своего канала не смог выговорить. Бывает, бывает. Можно было, конечно, бы нежить заблокировать, если бы там не было Никса. А Никс мне нужен. Ребята, после этого ролика нужно будет помыть руки. Серьезно. Не только помыть руки, и самому в душ сходить. 26 хп. Смогу ли я это камбэкнуть или не смогу? Неприятный там Свен. Если щит 5-го тира не вернет весь урон Свена, то мне ГГ. Будет печально. Так, ну Бруда точно не перевоплощается, поэтому у меня будет появляться 3 инсектоида, то есть они будут... В кого они перевоплотятся? Давайте сейчас посмотрим. Бруду хаваю. Ну-ка, обращаем внимание, давайте все вместе. Да, из Бруды никто не появился. Но также рандомно появляются фигуры инсектоидов. Если бы еще, конечно, не подфризывало. Не, как-то же люто фризит. Ну, неплохой тинкер. Но я его сгрыз, и он вылетел. Хорошо. Он хотел себе 6 богов поставить. Так, ну я так понял, нужно в идеале оставить себе 2-звездочных
героев. Ну, в принципе, как и было по-старому. Нужно будет двухзвездочного змейку найти, еще одну змейку найти, никсов, скорпионов, потому что тут билд зависит от того, а, что, смотрите, как работает синергия Киры. Вот моя расстановка сейчас, боже, 2 дума. Ай-яй-яй. Как работает синергия Киры? Видите, я плюсиком поставил на своем столе фигуры. Блин, какой он огромный на драконах. Короче, видите, я плюсиком сейчас сделал расстановку. Все эти вот крайние фигуры я съедаю, получаю от них 60% атаки и хп. В того персонажа, который, ну, который съедает их всех. И, соответственно, под инсектоидами с них появляются еще инсектоиды сверху. А нет, 4 инсектоида перевоплощенных появляется. Несмотря на то, что я бруду съел. Интересно. Но прикол в том... и мета, и шлем. Но я возьму шлем, мне нужно алхимиков 3 звезды собирать. Рандомить я не хочу рискнуть, потому что тут есть жезл Киры. И знаете, я уже как-то обжигался с этим жезлом Киры. Я как-то так зарандомил. И по итогу мне упал жезл Киры. В лейт стадии. Спасибо, конечно. 3 алхимика. 4 алхимика у меня есть. Отлично. Яйцо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну. Да! Отлично. Может, еще одно яичко? Нет. Ладно. Я хотел еще одно яичко. Так, алхим 3 звезды на 31 раунде. Я считаю, это успех. И поставлю 2 дубликата бруды. А я не могу переролить предметы. Мне в идеале найти надо будет БКБ против этого дракона, потому что он меня триггерит своим прокастом. У него слишком много контроля. Вот так вот, короче, сделаю. Вот так. О, все. Смотрим. Сейчас 3-звездочные. Раз, два, три. Ну, короче, 3 3-звездочные фигуры. И бруда 2-звездочная почему-то появилась. Не понял, почему. Ну, и алхимик, в принципе, такой мясистый. Правда, с думом. Точнее, под думом. А сколько я тебе сейчас в лицо дам? Больше змеек. Больше змеек. Сколько, сколько, сколько? Минус 31. Мало. Мало. Надо больше. Так, у меня 2 никса получается в 2 звезды. Отлично. Мне еще нужно найти змейку и бруду в 2 звезды. Все. Ну, либо хотя бы найти одну змейку. Кому мне этот меч засунуть? Ладно, пусть тебе будут. Пока все неплохо. Но дракон меня вынесет. У него 2 дума, у него есть квапа, которая меня просто и в хвост, и гриву любит. Но она меня прям порвет. Не знаю, может змейку поставить, чтобы он хавал. Хотя нет, ну, надо, чтобы кто-то отталкивался. Хотя... Ну, такое. Так, там антимаг и Свен. Вот этого паренька я не люблю. Так, ну, 4 фигуры появляются перевоплощенных, это хорошо. Точнее, перерожденных. Правда, Свену как-то плевать. А, ладно, мне плевать. Его просто дубиной. 1 КП у него остался, минус 25 ему прописал. Мало. Дайте змейку. Змейку хочу. О! Только я без денег. Минус 15 ему прописал. Я надеялся, что, конечно, он вылетит из игры, но... Чё-то не хочет он вылетать из игры. Если бы бруда закастила на него свою способность, то я бы вынес его прям полностью. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Маг-дракон мне вообще не нравится. Он огромный. 2 дума, квапа. Сильно. Не знаю, как-то так даже сделаю сейчас расстановку. Поближе к этому магу-дракону. И мне нужно эту змейку купить по-любому. Ну, 2 бруды. Ну, мне надо еще и бруду найти в 2 звезды. Агра буду еще собирать в 3 звезды. Может, соберется. На самом деле, отчасти это прикольно. Кстати, предметы перекинул, если что, в паучиху, потому что у нее хп больше. Может, там будет какое-то призывное существо. А, ну там же есть этот медведь. Но я медведя не хаваю. Ну вот вам и прокаст.
Квапа слишком сильно душит. Ну и, соответственно, вот 2 дума еще душат. Ой-ой-ой, как хорошо Никс сработал. Ай, дурацкая квапа. Я не знаю, как я его вынес. Серьезно, просто пережил каким-то чудом. Неизвестно, каким-то чудом я его пережил. Так, в идеале найти змейку и найти паучиху в 2 звезды. Я тогда просто получу намного больше по хп и все такое. Надо выкинуть обязательно этого Свена. Свен мне не нравится. Мне кажется, этот маг меня вынесет. Он огромный. Если не найду БКБ, то он меня вынесет. Если не найду БКБ, то он меня 100% вынесет. Ну-ка, кто появится? Тю! Все равно 2 фигуры у меня 2-звездочные появляются. Не знаю почему, но почему-то появляются. С чем это связано, как это работает, не понимаю. Почему не 3-звездочные? Почему 2-звездочные? Ну, хотя бы минус Свен, меня это радует. То есть, на самом деле, из всех я опасаюсь сейчас мага-дракона из-за того, что у него много контроля. Из-за того, что у него много контроля, я вот в действительности его опасаюсь. Вот у меня есть куча 2-звездочных фигур. Почему у меня появляется фиолетовую фигуру в 2 звезды? А, ну да, это ж новые инсектоиды, точно. Они отталкиваются только от тех, кто есть живых фигур. То есть, смотрите, когда инсектоид перерождается, как раньше работал? Если инсектоид переродился, то от перерожденного инсектоида будет отталкиваться живой инсектоид. То есть это так работало. Сейчас работает только один раз. То есть сейчас, когда инсектоид переродится, он больше не будет отталкиваться от других фигур. Вот такой вот момент. А ну-ка, будет появляться? Нет, тогда не появляется, видите? Я проверил специально. Будет ли появляться, если я 2 скорпиона съем? По итогу не появляется. Поэтому, кто задавался таким вопросом, то вот вам ответ. Дезолятор, это хорошо. Ой, все юзлесс предметы. Башер вроде бы как бы хорошо, но они мне не нужны, эти башеры. Перчатка. Перчатка, это, конечно, круто, но если бы я не играл через инсектоидов. Надо БКБ... ну да, надо БКБ искать. Я бы, конечно, хотел предмет 5-го тира найти себе еще, но... Ой, там столько контроля, там еще и обезруж сверху. Не, надо искать предмет 4-го тира. Вот это убираем. Вот так делаем. Да ёп! Надо было брать БФ. У меня в голове так промелькнуло немного, что нужно было взять БФ, потому что там много спама и все такое, но... Ну, понимаете, у меня будет очень много урона, да, и в меня, соответственно, будет прилетать очень много контроля. Обезоружь, цепочка, вот сейчас давайте посмотрим. Чпуньк. Вот, все, я в цепочке стою. Ну, хотя бы обезоружь каким-то образом слетел. Я его, кстати, каким-то образом еще и выиграл. Не, ну БФ тут хорошо смотрелся, на самом деле. Наверное, надо было стоит БФ брать. Но я просто рассчитывал на то, что мне упадет БКБ. Не знаю, как его вынес. Тут у чувака 1 хп, и я его тоже вынес. Надо БКБ искать. Хочешь, не хочешь, Саня, но БКБ надо найти. Багровый потрошитель. Боже, ну такой тоже классный предмет, но... Можешь взять багровый потрошитель, чтобы заткнуть квапу на 6 секунд. Ну да, возьму, попробую. Возможно, я сделал сейчас лютую ошибку, но тоже я мог сейчас зарандомить предмет, и мне упала бы какая-то дичь. Чё так фризит? Так, надо будет переустановить драйвера все-таки, и надо будет переустановить игру. Может, поможет. Меня просто бесят эти фрезы мелкие. Все равно 2 двухзвездочные фигуры появляются. Ну ладно. А я тут проиграл. Да? Да.
Только не на все лицо, пожалуйста. Дай еще один раунд. Я хочу отыграться. Дай еще один раунд. Нет, он мне все лицо снесет. Сколько минус дашь? Минус 30. Короля 3 апнул на инсектоиде. Ну, это красивая игра была. Противная, но красивая игра, согласитесь. Сборка через инсектоидов. Ну, ребят, после этого ролика вам нужно будет не только пойти помыть руки, но и самим помыться пойти, потому что инсектоиды они такие. Примкнул к темной стороне. Но я не специально. Просили записать контент на инсектоидах, поэтому я и записал контент на этих инсектоидах. Забавно, конечно, там дракон получился. Он играл через спам и через суммоны. Прям, ну, необычно. Итак, что я хочу сказать по поводу инсектоидов. Мне не нравится текущий инсектоид. Вот именно через алхимика и Киру. Мне кажется, это очень слабо. Да, ну, меня просто, понимаете, в этой игре не было какого-то лютого контрпика. Там был Свен, который, ну, извините меня, ваншотал. Не знаю, каким образом я его вынес, но тоже, если бы против вас был какой-то условный антимаг сильный, то он бы спокойно вас вынес. И как вы видите, прокаст через драконов тоже работает спокойно, причем выносит. Даже не ощущал особо он меня. В каких-то моментах я его, конечно, вынес, но такое. Как работает инсектоиды? То есть, получается, когда я ставил Киру, сразу со старта появляется перевоплощенные фигуры, перерожденные. Так правильнее будет. Не перевоплощенные, а перерожденные фигуры с тех инсектоидов, которые я ел. И у меня есть явно выраженный керри. В чем плюсы? У меня есть явно выраженный керри, много хп, много урона с руки, нормальная скорость атаки. И сразу со старта появляются перерожденные инсектоиды. То есть это скорпионы, инсектоиды, скорпионы, змейки, паучихи и тому подобное. Сильно ли это? Ты, по сути, отказываешься от предмета второго тира. Но надо ли оно? Я думаю, нет. Я думаю, все-таки старые инсектоиды будут намного сильнее. И поэтому, как я сказал ранее, соберется 50 лайков под этим роликом, я выпущу старых инсектоидов. Меня еще просили объяснить, как работают инсектоиды. То есть сейчас самое главное условие у инсектоидов, это они отталкиваются только от одной фигуры. То есть не от всех, и даже от перерожденной фигуры, которые есть на столе, от них больше не отталкиваться, насколько я правильно помню. Я еще это проверю, и в следующем ролике, когда буду на инсектоидах играть, я, соответственно, озвучу эту информацию, то, что я проверил. Вот. И получается, что эти инсектоиды, они отталкиваются только от одной фигуры. И когда у вас перерожденный инсектоид есть, то от этого перерожденного инсектоида больше инсектоиды старые не отталкиваются. Но это насколько я правильно помню. Может быть, это неправильно сейчас. Я это все проверю. И в следующем ролике, когда я запишу старых инсектоидов, я уверен, что соберется здесь 50 лайков под роликом, я запишу, соответственно, старых инсектоидов. И там я скажу, так это или не так. В целом, инсектоиды сами по себе стали намного слабее. Плюс этой сборки это чисто из-за того, что у вас есть алхимик, у вас есть ярко выраженный керри, и по сути вам не надо там париться там с думами, орка-жрецами, варлоками, то есть с сильными фигурами и искать предмет второго тира, мать насекомое. То есть это единственный плюс. Просто и все. Вот просто это простая сборка, элементарная. Но, как я сказал уже ранее, эту сборку очень легко контрить. Как мы увидели, магический прокаст спокойно это контрит. Ну, не магический, а просто прокаст через драконов хорошо контрит. Парень, который играл через Свена, он тоже мог меня законтрить, но ему не фартануло, потому что мне щит 5-го тира упал. Ну и плюс ему башер там прилетел, и алхимик ему просто по горбу несколько раз зарядил своей палкой огромной, с огромным количеством урона. Прикольно ли было? Да. Противно ли было? Да. Пойду сейчас руки помою как раз. Ну, в целом. Что-то еще добавить? Не, на самом деле нечего. Если что, поправьте меня в комментариях. В этом ролике я был максимально растерянный. Ну, я так считаю, что я был максимально растерянный, потому что поделал глупые ошибки, рольнул некоторые фигуры важные в тот момент. Ну, я думаю, вы меня простите, да? Да, надеюсь. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк, как мы договаривались. 50 лайков, старые инсектоиды будут на канале. Если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.